Итак, всем доброе утро. Очередное видео, да, для ютуба. Я, конечно, замученная, страшненькая, но ничего. Сегодня расскажу о случае, который случился вчера с нами. Это самое страшное, что было, в принципе, за время войны. Мы вышли гулять с собакой. С парой знакомых присели на лавочку. Вот мы сидим, разговариваем, и мы понимаем, что вот не то, что летит, не то, что свистит, а прям мы летели так к подъезду. Лавочка была возле подъезда. Ну, я не знаю, насколько было страшно. Мы понимали, что где-то вот сейчас что-то упадет. Не знали, это ракета или снаряд, но явно понимали, что где-то будет взрыв. Вот пока мы подбежали к дому и пытались открыть подъезд, мы уже услышали зарево. Давай. Так вот, пока мы открывали двери подъезда, ну вообще, казалось, это вечность, но по факту это были доли секунды. Но, если честно, испугаться не успели из-за того, что это было так молниеносно, мы не ожидали. Мы, в подъезд, когда уже забежали, уже был взрыв, причем И уже когда мы в подъезде сидели на лавочках, мы осознавали реально тот трэш, что произошел. Но вот опять же парадокс. Мы думали, взрыв произошел абсолютно в другой стороне, потому что мы видели вспышку. А оказывается, эту вспышку мы видели через дом, зарево, потому что взрыв случился в другой стороне. Но вот спроси сейчас, слышала ли я шум взрыва? Нет, не слышала. Вот мозг настолько закрылся от стресса, не знаю чего. Я вообще не слышала шумовой волны, но свист был страшный. Так что вот такие дела. И в итоге попали по общежитию. Очень много пострадавших. Попали по жилому объекту. Написали опять, да, что там много военных. Это обычное жилое общежитие. Я знаю, где это, там живут люди. Но на этом не успокоились. Ночью опять попали по жилому дому общежития. Написали вообще, что во всех общежитиях Харькова находятся только военные. А вот куда люди из этих общежитий делись, вообще непонятно. Потом по Краснограду прилетело, опять по жилым объектам. Ночью опять было 8 ракет. Ракетные удары ночью усиливаются, количество их усиливается. И парадокс в том, что опять я просыпаюсь за 5 минут, за 10 до сирены. Но сегодня отмечу плюс. Сначала была сирена завыла. Я понимала, что будут сейчас взрывы. Закрыла уши. В итоге я ни одного взрыва не услышала. И дальше пошла спать. Ну а ночью узнала то, что знаю. Так что вот такие дела. У меня к вам просьба, не просьба, а обращение. Под этим видео будут даны реквизиты Харьковского фонда «За життя». Я не прошу скидывать деньги, потому что, да, это такой вопрос. Но если вы хотите помочь харьковским малышам, харьковским деткам, этот фонд очень много помогает. Он лично помог мне, он дал памперсы, он нам обещал помочь с коляской. Так вот в чем дело. Вы можете прислать на адрес фонда любые сладости для детей. Вафли, печенье, зефир, конфеты, что хотите. По возможности можете прислать на мой адрес, можете прислать на адрес фонда. Все сладости будут переданы харьковским малышам. Также можно прислать любую одежду, памперсы, что захотите. Но сейчас просто просят порадовать харьковских деток, которые оказались в очень тяжких условиях. Родители большинство потеряли работу, поэтому давайте поможем. Всем спасибо. Ну и не забываем подписываться на наш канал. Нас смотрит уже 52 тысячи постоянных зрителей, а подписано только около 7. Просьба, если вы хотите помочь нам, харьковчанам, если вы хотите нас поддержать, подпишитесь, оставьте комментарий, поставьте, что там лайк и так далее. Нам приятно и хорошо. Спасибо всем.